Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Неоднократно под всеми роликами, где мы так или иначе упоминаем или даже рассматриваем патчи для PES 2021, возникает соответствующий вопрос. А что же с патчами для пиратки? Идет ли этот патч на пиратку? И в принципе этот вопрос имеет место быть, так как большинство патчей не поддерживают пиратскую версию игры. А с чем же и во что тогда играть? Ответ прост, и он на самом деле на поверхности. Это тот самый патч, который мы уже рассматривали на нашем канале, и по сути новая игра от команды Smoke, которая делала соответствующие патчи для разных частей PES, а именно SP Football Live. Сегодня я расскажу, почему этот патч-игра идеальна для игры на пиратке, в чем его преимущество, ну а также в лишний раз его рассмотрим, хотя мы это также сделали в соответствующем обзоре, на который также будем ссылаться. В любом случае, устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайк, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Перед тем, как заняться этим роликом, я долго думал, каким же его сделать. И по сути, все это время я планировал сделать просто второй обзор того же самого патча, который мы до этого и рассматривали. Но спустя время я понял, что это не имеет смысла, так как сильно, вот прям глобально, он не изменился. Изменилось лишь мое отношение к нему. Оно и до этого было неплохим, но сейчас я понял все его преимущества и в целом самую главную необходимость и потребность других игроков в подобном патче-игре. И теперь, когда большинство игроков будут спрашивать про патч на пиратку, на пиратскую версию PES 2021, я всегда буду указывать на этот патч-игру. Почему я постоянно говорю патч-игра? Потому что это по сути модификация, но представлена в качестве отдельной игры. То есть это отдельный репак с PES 2021 с уже установленным патчем. То есть это все та же самая 21 PES, просто немножко преобразованная под оффлайн игру, под карьеру и под добавление модификации на нее. По сути это та же самая пиратка, только уже с установленным патчем. И это уже первая причина, почему стоит обратить внимание именно на этот патч для тех, кто играет на пиратке. Вам не нужно скачивать пиратскую версию PES 2021, просто достаточно скачать все части этого патча с официального сайта разработчиков, распаковать экзешник и установить его. Вуаля, игра с патчем уже установлена, просто докачивайте отдельный контент. Второе преимущество этого патча заключается в том, что это же дополнение и модификация от команды Smoke, которая и славится тем, что позволяла на собственный патч добавлять различное количество прочих дополнений, которые не связаны с их патчем, и это тоже несомненный плюс. То есть лепите то тесто, которое и хотите из него сделать. Хотите побольше стадионов европейских команд? Пожалуйста. Хотите больше бразильских, аргентинских, я не знаю, там стадионов из МЛС? Пожалуйста, тоже докачивайте. Скорее всего, патч не будет конфликтовать и спокойно все установится. Отсюда, конечно, вытекает небольшой минус в том, что при первой установке и первой скачке, когда вы только-только поставили этот патч вместе с игрой, по сути в нем нет как такового контента, то есть ни фейсов, ни стадионов, ни какой-либо конкретной графики, все это отсутствует, поэтому все приходится ставить самостоятельно. Еще один плюс пиратки заключается в том, что пиратка освобождена от всех ограничителей, которые установлены сами Konami в рамках защиты самой игры. Если вы не поняли, о чем речь, то вроде как на лицензионной версии PES 2021 в рамках защиты самой игры от пиратства присутствуют некоторые файлы, которые немножко притупляют ее работоспособность, а именно немножко ограничивают кадры в секунду, ну и так далее. Если же вы сыграете в пиратскую версию игры, как это сделал я, то есть с лицензии пересел на пиратку, вы заметите, что игра идет плавнее, кадры приятнее и картинка выглядит иначе, нежели это происходит на лицензионной версии игры. Ну и может возникнуть вполне соответствующий вопрос, а где же брать весь соответствующий контент для этого патча, когда еще не все соответствующие паки от разработчиков патча вышли для SP Football Live? Да по сути берите любой патч и воруйте, ну или можно сказать заимствуйте контент из него. Да банально взять наш патч. Вы можете взять все лица из нашего патча и добавить его в SP Football Live. Просто вам нужно убедиться, что ID игроков соответствуют друг дружке, потому что база данных разная и просто вам придется подгонять под соответствующие ID. То же самое и со стадионами, и с формами. То есть опять же лепите из всего этого такое тесто, которое вы захотите, из того, из чего захотите, что попадется вам под руку и что вы сочтете нужным. Поэтому моя конкретная рекомендация для тех, кто играет на пиратке, и уж тем более для тех, кто любит самостоятельно собирать какие-то дополнения в игру, это вот SP Football Live от команды разработчиков Smoke. Более того, для этого патча вышли соответствующие дополнения, которые добавили в игру русский язык, ну и добавили уже официальные фейс-паки для игроков, и теперь на старте у игроков будут их реальные
разные фейсы. Это на самом деле здорово, то есть с чего-то уже можно начать. Ну а о том, как устанавливать этот патч и в целом, что он из себя представляет, помимо всей той болтовни, что я здесь произнес, вы можете узнать из соответствующего обзора, который выскочил в правом верхнем углу. Ну и в целом делитесь своими впечатлениями от SP Football Live, если вы уже на нем играете и как он вам. На этом же у меня все. Я всех благодарю за поддержку и ваш просмотр. Услышимся уже скоро. Всем пока, дорогие друзья.